Привет, мои хорошие, мои дорогие девочки. У нас сегодня будет расклад на тему его чувства к тебе сейчас. И мы с вами погадаем именно на Монаре на 4 варианта его чувства к тебе сейчас. Загадывайте, пожалуйста, мужчину одного, двух, трех, четырех. Желательно, если вы в активном поиске, чтобы вы загадывали на каждую карту кого-нибудь, либо вот просто выдуманные даже имена. Это привлечет в вашу жизнь еще мужчин, которые вот прямо где-то даже будут похожи. Вы можете эти расклады не смотреть на них, да, но вот загадывать именно того, кого вы хотите тоже примерно. Ну что, давайте посмотрим его чувства к тебе сейчас. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Гадаем на Таро Монара. Итальянского такого художника, который очень красивый, в принципе, делал всегда иллюстрации. Ну что, давайте посмотрим его чувства к тебе сейчас. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Итак, смотрим. Первый вариант. Первый мужчина, его чувства, что он чувствует к тебе. Десятка земли здесь выпала. Это, девочки, мужчина, у которого вот прям интимная его сексуальная энергетика на самом дне сейчас находится. Дно такое показывается именно десяткой земли. А чё ж он такой-то выпал? Его чувства к тебе сейчас. 21 старший аркан. Или вы здесь загадали бывшего мужчину, мужчина, который ушел где-то из вашей жизни, да, растерялся и все остальное. Или, девочки, это просто мужчина, который, смотрите, еще карта повешенного выпала, да. 21 старший аркан и 12-й. Что-то с ним не то. И это что-то не то, оно происходит с ним на душевном уровне, на психосоматическом. То есть он чувствует себя не очень хорошо, это факт. Он что-то, знаете, он ушел, девочки. Тут такие карты выпадают, да, что у него вот и к вам, в принципе, да, и даже не сколько даже к вам, еще к другим какие-то вот сейчас как чувств вообще нету, да. Я так думаю, так как этот повешенный старший аркан выпал, это, девочки, к тому, что он только, знаете, все, что он может, это только смотреть на ваши изображения, да, смотреть на ваши соцсети, к примеру, да, и чего-то ждать, выжидать. А чего ж с ним такое происходит? Тройка воды, паш воздуха. Он хотел вообще, смотрите, девочки, интересно, когда кто-то ему надавал под панамку. Напихали под панамку этому вашему мужчине, которого вы здесь загадали, да. Это пониженная самооценка, это он пытался, понимаете, он пытался, здесь верховный жрец выпадает, да, что-то из себя строить, кем-то быть на самом деле, да. И вот в этих каких-то мечтах он представлял себя каким-то таким крутышом, очень крутым, да, но что-то пошло не так. И может вы, а может еще кто-то, непонятно кто, сделал из него пажа воздуха, да, то есть кто-то его прыть усмирил, и причем так конкретно. Возможно, ему сказали вообще какие-то нелестные отзывы, да. Ну, бывает такое, мы тоже всякое такое чувствуем, да, если про нас там что-то плохо говорят, да, какое-то такое, он паник, девочки, осунулся. Вот то, что он мечтал и представлял, кто он и что он, это кто-то резко так вот срезал, понимаете, срезал, напихал ему под панамку. Вот реально есть такое же выражение. И, короче, опустили его с небес на землю. И вот на этой земле, на десятке земли он и находится, да. Это будет стойкое какое-то впечатление, да. То, что, возможно, кто-то сказал, что он неудачник, и у него ничего получится, он там еще что-то, да. То есть очень резко много какого-то негатива было на него выплеснуто. Может, это вы сделали, может, кто-то другой, да. Но он спустился вот с этих, а это его мечты были. То есть верховный жрец, он здесь был в мечтах. Спустили его на землю до пажа воздуха. И сейчас он в плохом настроении, в плохом расположении духа. Он ничего не собирается делать. Да? Все, что он, например, к вам может здесь испытывать, здесь вот в этой карте. Туз земли.
То, что он может, девочки, только наблюдать за вами, смотреть в соцсетях, как вы выглядите, что у вас происходит, да, никакой активности нету. Это может быть какой-то ваш бывший, неудавшийся бывший, да, что-то такое вот идет. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Будет ли он пытаться с тобой что-то опять? Да, девочки. У него все-таки будет вот эта надежда. Вот он посидит сейчас в кустах своих, и у него эта надежда все-таки осталась, да, что он, возможно, может быть, с вами что-то может замутить. То есть он не сжег между вами никакие мосты. Возможно, это просто он ушел в такой вот отдых. Может, он просто, девочки, заболел, да, и после болезни, после того, как он вернется в себя, вернется в свое такое более-менее нормальное состояние, адекватное, да, выпал король воды, то есть и шестерка, он что-то начнет действовать по отношению к вам, да, то есть что-то будет такое, но выпала здесь еще восьмерка земли. Восьмерка земли, это, девочки, смотрите, вот вроде бы я действую по отношению к ней, и в то же время восьмерка земли, которая говорят, ему говорит, остановись, остановись, да, то есть все время будет что-то такое, как недоделанное, что-то он не доделает, не допросит, не допригласит на свидание, да, то есть он вот этого своего короля червового, который у него просыпается в хорошие его времена, в белой его полосе по отношению к вам, он, короче, все это сводит на нет сам, бьет по тормозам. Давайте еще посмотрим его чувство к тебе сейчас. Только наблюдение, девочки, за вами идет. Никаких вот сейчас действий он предпринимать не будет. У него есть к тебе интимный интерес, но который тоже он, как бы, знаешь, погасший. Единственное, что у него есть какая-то такая вот возможность, что он может тебе где-то написать, может тебе что-то ответить, сказать, да. Ну, то есть вот, что все-таки тут вот ниточка между вами, она не закрыта полностью. Она есть, не разорвана, но действовать к вам он никак сейчас не будет, этот мужчина, потому что с ним что-то не то. Вот эта вот карта повешенного, 21-й старший аркан, 16-й на него, эта башня рухнула, все, и он оказался вот в какой-то, знаете, как будто вот его прижало какой-то плитой, да, и он такой вот бессиленный, и мы сейчас его подносим, знаешь, микрофон, как репортер, да, и спрашиваем, что ты чувствуешь к ней, а он хотя бы трястись бы перестал, да. Или эта девочка, кстати, может в запое каком-то быть. Но тут надо смотреть, что это за мужчина, потому что все-таки уровни мужчин разные бывают. То есть мы с вами на разные масти, на 4 короля с вами гадаем. Это еще говорит о том, что вот мужчина может быть от 1 до 10. Понимаете? Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Что он чувствует к тебе сейчас? У него есть вот мини-мини такой вот, знаешь, такая вот спичечка зажженная интимного интереса к тебе. Но это все опять же перекрывается отшельником. 9-й старший аркан, отшельник, говорит о том, что он не может вообще никак действовать по отношению к тебе из-за того, что у него не хватает никаких ресурсов, ни жизненных, ни каких-либо других, да, для того, чтобы развивать нормально с тобой отношения какие-то, его чувства к тебе. Но он не хочет уходить, девочки, с вашей жизни. Он хочет все равно где-то знать, что вам можно подписать, или то, что вот, чтобы вы были у него в друзьях все-таки, да, чтобы какая-то связь, ниточка между вами не терялась, но она, девочки, вот как-то все равно теряется, эта ниточка. Она теряется. То есть вот его сейчас действие, как он себя ведет, это, знаешь, как говорится, это можно медленно смотреть, как она выходит замуж, да. Он медленно смотрит, как ты выходишь замуж. Это действительно оно так тут и происходит, что, ну, как бы, чести ему тоже большой не делает, но в то же время это даже как бы судьбоносно, девочки, да. Это судьбоносно, потому что вот он такие вот какие-то дебри он все-таки перейти не сможет. Он будет проявляться к вам, да, но эти проявления вообще вот прям бабка надвое делила. Любая бабка.
Мимо проходящая, девочки, бабка его поползновение может поделить надвое. Понимаете? Тут вроде бы и король огня выпадает, и король воздуха. До этого король червовый выпадал, да? То есть он бы хотел бы проявиться к вам. Но с чем, как, чего, почему? Есть ли на это у него силы, да? Нету. А знаете почему? Еще раз вам повторюсь. Он вот в этом отшельнике. Это какая-то невозможность быть рядом с вами. Возможно, вы разного статуса. Возможно, вы вообще на таком расстоянии, которое сейчас непреодолимо. Понимаете? И поэтому он никак свои вот эти вот поползновения, я даже это не скажу, что это вот чувство, потому что они сейчас у него, девочки, ну вообще, на нуле практически, понимаете? Что-то есть, какой-то огонек, но для того, чтобы этот огонек сработал, это знаете, как надо сделать, да? Это чтобы ты пришла, у тебя много денег, у тебя есть где жить, ты приехала за ним на машине, собрала все его вещи, чемоданы, все собрала, понимаешь, рассчиталась с долгами его по жизни, да, это вот сказала, что да, будешь за его матерью еще ухаживать, ну и вот так вот его посадила, взяла на руки этого мужчину, да, и как невесту отнесла, ну, короче, в машину, потом, соответственно, к себе домой без лифта. Понимаешь? То есть вот он такой вот сейчас никакой. Он никакой энергетический. Поэтому, девочки, сейчас он действовать никак не будет, проявляться он никак не будет, сил у него нету. Ну, будем надеяться, что если вы хотите с ним все-таки быть, да, что эти силы у него проявятся. Все-таки короли, они выпали. Но у него какая-то подавленная, действительно, самооценка, да. Кто-то его очень сильно вот принизил еще. Кто-то сказал, что он такой вот никчемный или еще что-то. Что-то очень сильно его побило, расстроило, а расстроило его энергетику. Поэтому, девочки, вот он такой сейчас. Что делать вам в этой ситуации, если вы хотите быть с этим мужчиной? Не трогать его. Десятка воздуха и пятерка воздуха. Нет, не трогать. Или даже отпустить его. Да? То есть, девочки, вы смотрите по ситуации, по своим чувствам, потом, что вам надо в этот момент, да, по сердечку своему смотрите. Вот такой вот первый вариант. Но будем надеяться, что он выйдет с этого такого своего состояния. Второй вариант, давайте смотреть его чувства к тебе сейчас. Нулевой старший аркан. Тут многоговорящее. Ну, то, что он думает о тебе, это 1000%. Он думает, он думает. Он думает какие-то новые, какие-то дела, связанные с тобой, новую судьбу, новые дороги, что его жизнь как-то меняется. И эти изменения связаны у него с тобой. Либо это, девочки, вас жених, а вы невеста, и скоро вы там поженитесь. Либо вы, например, сошлись только что и начали жить там в новом месте каком-то. Или вы высказались друг другу, признались в чувствах. Или, девочки, может быть вот все что угодно. То есть у него сейчас идет обнуление такое, да, что он полностью пересматривает даже не только свое отношение к вам, да, но и свою жизнь. Он вас любит, этот мужчина. Он ценит вас, он хочет очень, чтобы у вас хорошо сложились отношения. Серьезно ли он настроен? Серьезно. Но, смотрите, девочки, вы выпадаете все-таки здесь тузом земли. Эта карта очень интересная сама по себе. То есть он, девочки, возлагает на вас большие надежды. В материальном плане тоже. Да? То есть это либо мужчина, который хочет прийти к вам жить, мужчина, который хочет, возможно, за ваш счет где-то жить, да, или он будет считать вас своей опорой, которая будет для него много что значит в жизни, и он улучшит свое и материальное, и духовное, любое состояние благодаря вам, девочки, да, то есть вы ведущая в этих отношениях, в отношениях, а он ведомый. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Это желание, чтобы ты его немножко добивалась. Чтобы не он там, знаешь, что-то делал, а ты. Он отдает тебе место этой ведущей, ведуньи, для того, чтобы ты могла руководить вашими отношениями. То есть это мужчина, который вот смотри, карта дурака.
это такая вот карта тоже интересная. Когда вот мужчина влюблен, он всегда себя ведет как дурачок и такой дебильчик, немножко такой вот странный, да. И он тут, девочки, да, странный. Он не знает себя, как вести в этой ситуации. То есть мужчина такой дальнозоркий, дальновидный, многоплановый. Он берет девушку за руку и ведет ее в будущее, правильно? То, которое он видит. Но здесь нулевой старший аркан, который говорит, он не видит этого будущего. Он хочет, чтобы ты видела это будущее. И он на тебя перекладывает этот 10-й старший аркан, колеса фортуны, типа, и говорит, раз я, ну, я к ней неравнодушен, но я хочу, чтобы она видела и планировала вот это будущее с нами. А я буду тихонечко ее любить, вот как котик, понимаете, это котик, девочки, здесь выпал. И я хочу, чтобы она меня гладила, но у меня же лапки. И выпала еще шестерка воздуха, что вы к этому, девочки, не готовы. То есть проявляться так, как он хотел бы, вы не готовы. Вы хотите, чтобы он за вами ухаживал. Вы хотите, чтобы он вам все это говорил, повел вас в светлое будущее и все остальное. И вы, может быть, увидите, что он вас в это будущее не поведет, а вам надо будет это свое будущее с ним клепать. Я могу понять, если тут какой-то красавчик, да, если он просто какой-то, например, или богатенький программистик, да, или там еще какой-то такой вот мужчина с какими-то с тем, что вам пригодится, в принципе, по жизни, да, где вы можете мужчиной управлять и все-таки там что-то с ним, там, знаете, иметь, да, то есть или и от него иметь тоже, то тогда ведущий в отношениях, почему бы и нет. Если вы сама по себе такой вот управленец, если вы очень сильная женщина, сильная личность, да, то, может, девочки, вам и нужен такой мужчина, да, который будет под вами. Потому что и женщины любые, и слабые, и сильные, они все время мечтают о классных, крутых мужиках, да, что мы тоже, и сильные женщины хотят преклонить голову, положить на колено или на плечо своему мужчине, который защитит от всего, все какие-то проблемы решит, да. Но, вот все хотим. Но очень часто сильным женщинам, а я не просто так это говорю, потому что второй вообще вариант выбирает в основном очень сильные женщины. Я так думаю, даже то, что вы выбрали, и этот второй вариант, и тут сразу нулевой старший аркан выпал, да, 10-й старший аркан, колесо фортуны. Это говорит все-таки, что вы сильная. И тут остается такой вопрос, девочки. Либо вы не ждете от него каких-то решений, потому что он будет ждать ваших решений, вашего плана. Какой у тебя план? Он спрашивает. Какой у тебя план? Спрашивает он. Но, девочки, тут вот 50 на 50. Вы очень такая, знаете, деловая и практичная, да. Не деловой бы и не практичной такой. Вот эти бы карты не показывали такое развитие событий, что может кончиться все шестеркой воздуха, то есть расставанием, да. Это очень зависит от вас самих. То есть вот, если ты вот прям увидишь по этим отношениям с этим мужчиной, насколько ты вот сильная или слабая женщина, да, супер женственная или такая, знаешь, с мужской какой-то такой стрункой, начинкой, стержнем внутри. То есть, если ты его бросишь, и тебя вообще не будут устраивать его вот это отношение к тебе, да, то я тебе скажу, ты очень сильно. Ты очень многого уже добилась, или добиваешься, или добьешься в будущем. Потому что девочки в 24 и девочки в 34 это разные девочки, да. И дело в том, что если ты его бросишь, этого мужчину, да, это говорит о том, что ты такая, знаешь, ну, крутая уже сейчас. Если ты все-таки его возьмешь в разработку, как говорится, ты испытываешь к нему вот чувства и все остальное, это говорит о том, что ты только становишься вот этой вот сильной женщиной. А если ты вот хочешь, чтобы он за тобой ухаживал, чтобы он вот прям взял ваше будущее, общее будущее его, исключительно его лапки кошачьи, да, то, девочки, возможно, вы просто разойдетесь, потому что он брать это ничего не будет в лапки. Понимаете? Давай посмотрим еще. Его чувства к тебе сейчас.
хочет, чтобы ты все-таки за ним ухаживала. Да, девочки. Этот мужчина ждет проявления, любого проявления женщины к нему. Это не тот мужчина, который добивается любую, ну, которую хочет, не тот, который скачет по любым, кстати, да, но и именно этот мужчина будет сидеть, как пава, понимаете, на лавочке и ждать, чтобы его взяли. Если тут что, и, знаете, но тут надо подумать хорошо, брать ли его или не брать. Все-таки тут нулевой старший аркан дурака выпал, да. То есть можно говорить о том, что он нерешительный по отношению к тебе. Он нерешительный, он не может эти вот чувства дальше как-то продвигать и думать о вашем будущем. Но, девочки, это также может быть, карта дурака, она может быть постоянно. Понимаете? Поэтому здесь вот я тебе скажу, что все-таки ты расставишь все точки над «и», когда тебе это надоест. А может, если ты увидишь в нем вот какие-то свои плюсы, когда ведомый человек, но у него есть какие-то таланты и плюсы, которые ты можешь, как говорится, взять в свои руки и хорошо им управлять, да, то тут могут быть отношения. Но все-таки вот смотрите, девочки, вот с этим мужчиной вы в отношения особо не спешите, потому что вот этот нулевой старший сигнификатор, это его сейчас основная карта, да? То есть надо, чтобы он начал проявляться к вам сам как-то, чтобы он показал действие, чтобы он показал свое материальное состояние, вообще свой характер показал, потому что нулевой старший аркан, он не показывает характера его, понимаете? Это показывает его состояние, что он обмяк. По обмякшему человеку, по лежащему, ты ничего не скажешь. Даже рост его, да, трудно сказать, когда человек лежит. Когда он встанет, то видно рост. Когда он встанет и куда-то идет, видно, куда он идет, да. По лежачему, под лежачий камень вода не течет. Я вам советую вот с этим вторым вашим вариантом не спешите в отношения. Да? Не брать на себя сейчас никакую ответственность ни за него, ни за что. Да? Позвольте ему встать с дивана. Позвольте ему побыть самим собой. И в это время, девочки, вы прикладываете к нему вот этот 10-й старший аркан. Успешность, удача, планирование какое-то будущего, да. Посмотрите, как он легко или нелегко уходит с каких-то сложных ситуаций, которые у него на пути встречаются, да. Насколько стабилен он. Его психика насколько стабильна, да, насколько стабильно его материальное положение, что у него за душой. То есть, если он гол, как сокол, девочки, мы этого мужчину не берем. Не слабые, не сильные девочки, мы этот вариант не берем. Если у него что-то есть, плюс у него есть какие-то таланты, которые вы, например, можете развить, то здесь можно посмотреть. Потому что он полностью, понимаете, все дает на ваш откуп. Давайте еще глянем. Его чувства к тебе сейчас. Его чувства к тебе сейчас. Его чувства к тебе сейчас. Он тебя хочет, но он думает, что ты вот сама решаешь, с кем тебе быть, а с кем тебе не быть. Это факт. Он думает, что, может быть, ты его все-таки в любовнике да какие-то свои возьмешь. И у него к тебе интимный интерес, да, интимный такой интерес. Но он очень осторожничает тоже вот в своих проявлениях. Он, девочки, осторожность лежит на диване. Представьте мужчину, да, и вот когда ему говорят, а что же ты к ней чувствуешь? Кто-то рассказывает свои планы, а кто-то говорит, полежим, посмотрим, да. То есть вот девочки тоже, поэтому если он такой вот хитрый, полежим, посмотрим, то и вы тоже полежите и посмотрите, да. Не тормошите здесь коней, не бегите впереди, хоть и очень хочется, да, некоторым, но тут надо присмотреться к этому мужчине, потому что он сейчас вял. Надо, чтобы он вышел с нулевого старшего аркана в первый старший аркан мага, да, или вот хотя бы в рыцаря, в короля, да даже в пажа превратился, тогда будет видно, с кем мы имеем дело. Сейчас это лежащий на диване мужчина. Понимаете? А с дивана очень хорошо быть таким философом, рассуждателем, мечтателем.
Ну, короче, вот сделайте небольшую такую паузу и присмотритесь, как он себя будет дальше вести по отношению к вам, и оценивайте именно его действия, а не те же слова, или не накручивайте себе того, чего нет. Нулевой старший аркан здесь выпал. Вот такой вот второй вариант, мои котики. Третий вариант давайте смотреть. Так, его чувства к тебе сейчас. Выпал паж земли, мои дорогие девочки. Смотрите, паж. Что может паж? Он сейчас может ничего. Паж — это мужчина, который ничего не делает для женщины. Но это может, девочки, связано с тем, что он устал. Потому что паж земли — это такой мужчина уставший, мужчина, который вот прям где-то наработался, потратил много какой-то своей энергетики, да, и ему сейчас тяжело. Восстановится ли он? Восстановится. Смотрите, по отношению к вам он собирается действовать, у него есть планы. У него есть планы по отношению к вам. Первого старшего аркана мага. То есть он будет, девочки, действовать в вашу сторону, что-то хорошее делать. 17-й старший аркан. Возможно, он хочет предложить вам замуж, и он рассматривает это. Но все-таки выпал паж земли, либо это мужчина очень уставший, то есть он где-то задурился, забегался, наработался, напахался, понимаешь? И поэтому он сейчас в паже. Но мысли у него очень и очень даже хорошие о тебе. Маг и 17-й старший аркан звезды. То есть я хочу, чтобы эта девушка была со мной. Я хочу, чтобы мы были вместе. У него серьезные именно планы. Тут даже не сколько в чувствах, да, сейчас разговор, а про планы, потому что у него планы на долгие серьезные отношения с тобой, на брак с тобой. Давай еще посмотрим. А его чувства к тебе сейчас? Луна. Он думает, что ты очень такая интересная. Он боится, девочки, того, что тебя могут кто-то увести. И он боится даже не того, что кто-то увести тебя может, а он боится того, что ты можешь даже уйти от него сама, да? Или то, что что-то такое произойдет в вашей жизни, что вы разбежитесь по разным весям, городам да селам. Давай еще посмотрим. Его чувство к тебе сейчас. Так, 8 земли. Он не говорит об этом. Он, девочки, еще ревнует вас. И испытывает, знаешь, такое вот любовное... Это любовная тоска. 9 воды — это любовная тоска. 2 огня, которая здесь выпала, это, девочки, такое, знаешь, ревность, да? А где же ты сейчас, с кем ты, почему ты одна, или почему ты звонишь, почему ты не звонишь, почему ты там долго отвечаешь, или там вот такое вот у него отношение к тебе все-таки идет. Но вот то, что сейчас он выпал пажом земли, оно и видно в его чувствах, да. То есть он такой вот прагмат, он думает, девочки, не чувствует, да, то есть эмоции и чувства сейчас у него на спаде, на очень большом спаде, но зато очень много в голове именно мыслей, именно дум о том, будете ли вы вместе, что надо к тебе проявляться и что надо тебя любить. Он, девочки, будет проявляться к вам. Рыцарь воды выпал, король воды и паж воды, да, это мужчина, который думает и планирует, как бы вот все-таки быть лучшим для вас, проявляться. Он хочет этой любви, он хочет надышаться тобой, наобниматься тебя хочет, нацеловаться с тобой хочет. То есть эти у него эмоции восполнимы, да. 5, 5 старший аркан и 2 воды. Это, девочки, скорее всего, будет все-таки предложение какое-то вам. Точнее, не какое-то, а руки и сердца. Он к этому идет, он хочет этого. То есть, да, если вы здесь не мужа своего загадали, да, то это мужчина, который действительно думает о браке с вами. Он думает об этом, как бы дальше будут развиваться ваши отношения. Серьезные намерения у него конкретные. Или вы даже могли здесь загадать именно даже своего мужа, потому что здесь идет именно такая мужниная энергия, да, когда он считает женщину своей, это моя девочка, моя то сё, моя коша. Он про вас так и говорит другим. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас.
Отшельничество есть какое-то у него, боязнь смерти, девочки, боязнь расставаний, боязнь того, что вы не будете вместе, боязнь, что ты не дождешься. 11-й старший аркан выпал. То есть вот где бы ни был этот мужчина, если у вас, например, отношения на расстоянии, девочки, да, это мужчина, который действительно всей своей душой, всем своим сердцем он рвется к вам. Он хочет быть рядом с вами все-таки. Но если у него какие-то страхи, если у него какие-то преграды, да, конечно же, есть. Но они такие вот мужские, то есть он должен прорываться к вам, а не вы к нему. То есть здесь и будет ли он идти к вам навстречу? Да, девочки, будет идти навстречу. Будет ли хотеть с вами быть, пытаться решить какие-то дела? Да. Единственный вопрос, будет ли у него прям это классно все получаться? Да, это уже второй вопрос. Потому что все-таки здесь вот в начале его сигнификатором выпал паж земли. То есть что-то все-таки, знаете, может у него сейчас не на все хватать каких-то не будет хватать какой-то энергии, скажем так, да, но то, что у него просто замечательные, крутые намерения по отношению к вам, это тоже факт. А знаете, давайте по-другому еще на него посмотрим, погадаем на вашего красавца. После первого и второго варианта это действительно, девочки, красавец, хороший такой мужчина. Мужчина с большой буквы здесь выпал. Давайте посмотрим еще. Его чувства к тебе сейчас. Его чувства к тебе сейчас. Верховная жрица. Ты его королева, ты его верховная жрица. Он о тебе очень много думает. И опять 17-й старший. Все, девочки, это реально мужчина, который собрался жениться на вас, будет делать предложение, там намеками, не намеками, дождитесь, пожалуйста, его, потому что мужчина к этому идет. Он очень тебя сильно ценит, хочет быть с тобой. Он голодный. Голодный сексуально, голодный любовно. Но опять луна выпала. Он еще, девочки, знаете, смотрит так со стороны, а верна ли ты ему? Потому что вот он как не может с тобой спать сейчас. Ну, либо он на расстоянии от вас, да, либо куда-то уехал, либо что. Но вот у него что-то такое сейчас есть, что он как не может с вами сейчас испытывать какие-то интимные прелести жизни. Может быть, девочки, да, вы с ним этим, например, и занимаетесь, этим всем. Но, вот смотрите, ему либо как мало, либо недостаточно. Он бы хотел бы больше. Возможно, не один раз, а на всю ночь, а не всю ночь. Может, он хотел это делать сутками, может, еще как-то, да. То есть ему максимально хочется быть где-то рядом с вами. Давайте еще посмотрим его чувства к тебе сейчас. Император. Он с четверкой. Он считает, что это он должен зарабатывать деньги, что он должен как-то тебе, вот как своей любимой курочке, как своей кошечке, как своей львице что-то приносить. И опять выпала тоска эта любовная у него и желание интима. Интима, долгого, скажем так, интима, да, или частого. Ну, тут, девочки, вообще супер вариант выпал, да. То есть у него красивые чувства к тебе. Единственное, что мы сейчас не рассматривали именно его эмоции, потому что эмоции тоже у него сейчас как снижены. У него в голове именно мысли, как, что, почему, как к этому идти, что делать. И он просто, может быть, даже гонит от себя вот эти вот какие-то свои желания обниматься, целоваться, да, все такое, да, просто потому, что ему там надо решать свои какие-то мужские дела. Хороший мужчина выпал. Хороший, красивый, качественный здесь мужчина выпал. Какой и должен, в принципе, выпадать в каждом варианте. Девочки, класс. Вы здесь загадали очень хорошего мужчину. И даже если вы вдруг и тут загадали такого будущего своего, да, я очень за вас рада, потому что это говорит о том, что вы скоро войдете в новые какие-то красивые отношения. Если вы вот загадывали одного мужчину на какой-то другой вариант, а здесь загадали какого-то идущего к вам, да. Тут классно, девочки, вариант. Ох, класс. Вот такой вот третий. И давайте посмотрим четвертый вариант. Отложим эти сюда. И посмотрим четвертый вариант.
Так, а четвертый вариант у нас выпала любовная любовь. Выпал туз воды. Это говорит о том, что он на вас заякорился, он влюблен, он очень много влюбленных каких-то чувств испытывает к вам. Но мы сейчас еще раз перемешаем карты и его так поконкретнее разложим. Его чувства к тебе сейчас. Семерка и туз. Он, девочки, боится по семерке воздуха и тузу воды, огня. Он боится признаться, боится, например, и первого интима. Может быть, и у вас ничего не было, но он этого боится. Или он боится вот как-то действительно вот какой-то интимной связи между вами. Боится, наверное, сплоховать. Он хочет показать свою силу, он хочет закрепиться в твоей жизни. Он очень сильно тебя ценит, верховная жрица и сила. Ты его очень сильно манишь, да? Он влюблен, у него бабочки в животе. Но проявляться именно сексуально он почему-то боится. Боится, потому что надо тут, как бы, вот это связано у него именно с недвижимостью. То есть, а где это делать? А где, а что, а как, а потом? А если вдруг госпожа не захочет выходить, а это не мой там дом будет или не моя квартира? Ну, короче, что-то у него такие вот мысли какие-то идут. Девочки, тоже хороший вариант. Третий был хороший, и этот четвертый тоже. Он думает о серьезных отношениях с вами. Он мечтает о свадьбе. Он мечтает о воссоединении. Он мечтает быть вместе с вами. И именно, вот знаете, в чем такое? Он хочет с вами как жить в одном месте. Но этого места у него, девочки, сейчас на данный момент нету. И оно как-то у него связано вот именно с интимом. Почему? Может быть, потому что он вот про кровать какие-то у него мысли идут, да, где эта кровать должна стоять, да, а если вдруг я ее к себе приведу, спугну, а если к ней пойду, она меня выгонит, там, или еще что-то у него именно про недвижимость какие-то мысли такие странные идут. Странные мысли про недвижимость. Ну, давайте еще глянем его чувства к тебе сейчас. Его чувства к тебе сейчас. Что он чувствует к тебе? Хочет тебя, ищет место. У него это, его очень сильно что-то взволновало. Возможно, это ваше последнее свидание, либо ваши разговоры. Что-то его взволновало именно и в интимно-любовном плане. Какие-то недавние события, да, и они у него закрепились. Это какой-то триггер для него, но такой вот очень сильно любовный. Девочки, обратите внимание, что вы ему такого говорили, что вы его так взбудоражили. Даже сейчас вот карты такие идут. Он, знаете, как метается, лев по клетке, ходит из угла в угол, такой вот нервный он, но эта нервность у него любовная. Он остынет, да, это остынет. Чем дальше от вас будет, девочки, он уходит в остывание какое-то, да. То есть, если у вас есть возможность держать его поближе к себе, то держите. Но дальше идет, что вы, смотрите, он будет хотеть к вам, вот хоть он и далеко будет, да, вот куда-то вот пойдет и сможет наблюдать или говорить с вами только по телефону, в сообщениях каких-то, и будет еще больше хотеть вас, да, но остынет именно в плане любовном. Он как перестанет думать про любовь. Но когда он рядом с вами, он все время думает про вас как про любимую женщину. Нагую любимую женщину, понимаете? Почему далеко, когда он уходит? А он уходит, девочки, ему либо приходится такое, да, выполнять какие-то долги, отдавать какие-то долги, куда-то уходить. Или это работа, ну, короче, что-то связано с тем, что ему периодически приходится куда-то деваться, да. И это его просто такое вот психическое. Он бы хотел бы, чтобы его ждали. Он хотел бы возвращаться, но он боится думать об этом, потому что он боится расставаний. Он ревнивый. Он хочет любить и быть единственным и неповторимым. И для этого он понимает, что он должен выполнять все мужские обязанности. Вот они, все мужские обязанности, кстати, выпали. И деньгами помогать, и любить,
и интимом заниматься тоже. Все он должен, понимаете? Это мужчина, который трезво понимает, что он должен делать как мужчина для того, чтобы быть с женщиной, да. На первом плане у него почему-то сейчас недвижимость идет, какие-то дома, вот квартиры, куда, чего, зачем. А к вам у него выпали такие, знаете, бабочки на животе. Вы его будоражите. Это такая связь, такая любовная, химия, я бы даже сказала, вот реально химия, запахи, да, это какой-то искры, которые между вами пробежали. И вот чувство к тебе сейчас. Он, к сожалению, иногда должен куда-то уходить, девочки. То есть то, что будут какие-то, вот знаете, пробелы в отношениях между вами, это тоже. То есть он не может сидеть у порога все время. Ему надо куда-то все время уходить. И он сейчас тоже знает, что ему надо будет куда-то деться, куда-то уйти. Но также он хочет, чтобы закрепиться в вашей голове, да, он будет сейчас какие-то, может, намеки вам делать или обещания, девочки, какие-то давать, все такое, ля-ля, тополя, планы какие-то строить для того, чтобы вы, вот пока его нету, пребывали в состоянии этих планов ваших совместных. Но он делает это достаточно хитро, да. Так, будет за вами наблюдать, присматривать, да. Он думает о том, что вот вас можно удержать только интимной близостью. Он думает так. Но только, возможно, только вас убедить в этом, чтобы вы его так вот ждали и ждали этой интимной близости именно с ним. Но выпала пятерка воздуха, и тут очень много таких карт проглядывает, девочки, что все-таки это мужчина, который приходит, уходит куда-то. Это либо командировки какие-то, да, либо вот как дальнобойщик какой-то. Приезжает, уезжает, приезжает, уезжает. Вот такое вот идет, да. Такой вот мужчина. Ой, он знает, что будут такие периоды, когда ему надо будет уходить, и что вы можете быть одна. И вот эта вот карта 20-го старшего суда говорит о том, что он не знает, будете ли вы его ждать. И, девочки, я вам скажу, чем больше он в этом нервике будет находиться, тем больше, тем ближе вот это какое-то даже предложение вам. Понимаете? Он задумывается, он думает, что вот скоро придет это время, да, когда надо будет надевать на вашу ручку колечко. Что он хочет? Он хочет верности. Он хочет уверенности в том, что вы не пойдете, как говорится, куда-то в другое место, с какими-то другими развлекаться. Он прекрасно понимает, что вам тоже интимная близость нужна. И вот сколько вы готовы ждать? Он вот задается такими вопросами. А сколько же она будет ждать? Вот какой ее предел возможностей? Но он еще думает о том, чтобы, девочки, узаконить, как говорится, свои права на вас, да. То есть он как-то думает о том, как узаконить свои права на тебя. Вот так вот. Ну, давайте, знаете, что еще? Я соберу еще, девочки, карту на него. Посмотрим еще. Его чувство к тебе сейчас. Его чувство. Что он именно чувствует к тебе, что у него на сердце к тебе, любовь у него на сердце, но и расставание. Любовь и расставание, что ему придется куда-то уйти. Но хочется закрепиться перед тем, как он идет, но не совсем это у него, возможно, получится. Он думает, что ему будет одиноко, и он готов даже где-то там хранить тебе эту верность. И он хочет вернуться назад с кольцом к тебе. Да, и хочет, чтобы ты его ждала. Тут, девочки, какой-то крик вообще, мужской крик о том, чтобы ты ждала его и ни с кем, как говорится, не проводила свое другое время. Да? И он может тебя умасливать. Вот тут, кстати, его можно, ну, не то что шантажировать, да, но и говорить. Ты знаешь, ну, мне надо же быть уверенной в завтрашнем дне. Мне надо, чтобы ты мне помогал, там еще что-нибудь, да, то есть вы тоже тут вот мосты проводите между ним и собой, да, то есть чтобы он был такой уверен, что завтра у вас с ним настанет, да, то есть говорить о своем завтрашнем дне, о том, что он будет через месяц, тоже так вот вскользь. Ты знаешь, вот я типа, давай съездим через 2 месяца
туда-то, туда-то. Ему будет очень приятно, что вы планируете с ним через 2 месяца куда-то поехать, да. То есть вот если он очень хочет считывать эту информацию из воздуха, да, какие у вас мысли есть по поводу вот, дальнейшего развития ваших отношений. Понимаете? Так что, девочки, тоже четвертый вариант хороший. Третий, четвертый сегодня меня очень порадовали, девочки, варианты. Хорошие такие мужчины повыпадали. Все, мои любимки. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.